По-настоящему игровой планшет. По-настоящему игровой планшет — это небольшой планшет, допустим, да, кто-то думает, тут большой планшет, он игровой, нет. Или там надо напихать туда процессор какой-то сумасшедший, он будет по-настоящему игровым, нет. То, что в планшете будет, например, стоять Snapdragon 8 Elite или 8 Gen 3, это не значит, что планшет по умолчанию игровой. А по умолчанию игровой планшет тот, у которого есть игровые фишки, которые помогают в непрерывной игре. В частности, как у Lenovo вот этого Legion. Чтобы вы понимали, вот, посмотрите, пожалуйста, это Legion Y700, и не смотрите на то, что здесь китайские иероглифы, конкретно этот Y700 на полном глобальном адаптиве, то есть он полностью адаптирован под глобальную версию, перепрошит, у него европейский блочок быстрой зарядки, да, у него разблокирован загрузчик, но это полная европейская глобальная версия. Посмотрите на вот этот вот планшет. Если говорить об игровых функциях, сзади он металлический. Давайте сразу только вместо распаковки. Задник у нас 13 мегапикселей камера, у нас есть фронталочка на 8. У нас экранчик 2К+, который покрыт стеклышком, 165 Гц. 100, мать его, 65 Гц. С классным звуком, да, объемным, который позволяет нам хорошо позиционироваться в играх. Ты скажешь, подождите, вот, что же там игрового? Да нет, ребят, давайте так, Type-C 1, да, Type-C 2. Вы спросите, для чего Type-C 1, Type-C 2? Во-первых, можно подключить и Type-C наушнички, и сюда зарядочку. А во-вторых, здесь зарядочка есть с функцией проброса энергии. Это значит, что он не будет заряжаться, будет просто питать планшет для того, чтобы во время непрерывной игры он не нагревался. Есть гейм-центр, который позволяет делать встроенный разгон вот этого процессора. Вот эта версия на 8 Gen 3 существует чуть-чуть лучше на 8 Elite, но я выбрал эту, потому что китайская адаптированная версия под глобал стоит конкретно недорого по сравнению с самим глобалом. Сколько это стоит, вы сейчас дальше посмотрите. Мы перейдем с вами, посмотрим, что они заявляют, там, где можно купить, это все будет. И даже про версию на 8 Elite расскажу. Но это конкретно Y700 2025 года, 8,8 дюймовый экранчик, который удобно, мать его, удобно держать, который, где ты не закрываешь вот эти вот колоночки объемные. Смотрите, у него есть вот такой вот показатель FPS и всего остального. Ребят, это просто топовый игровой планшет. 6550 мАh батарея, у версии на Elite 7500 мАh батарея. Быстрая зарядка в китайской версии поддерживается 65 Вт. Если вы будете использовать, например, сторонний, я думаю, он 65 возьмет, но в европейской версии до 25 Вт максимально блок питания идет. Это требование Евросоюза, как-то у них там есть. Подходит для любых игр. Вот эта версия 16/512, это максимальная, которая есть в Y700. При этом она на UFS 4 хранилище, LPDDR5 памяти, в Elite версии там на LPDDR-X Ultra с повышенной частотой, там UFS 4.1. То есть это самый-самый топ игровых планшетов, которые можно придумать. Во что на нем поиграть? Во всю. Все, что хотите. Больше 2 миллионов баллов в Antutu у этой версии, на Elite еще больше. Ребят, я не знаю, что вам надо. Я вот себе брал этот, потому что я экономлю именно на китайской версии, на глобале конкретные деньги. Вот просто сравните, сколько стоит в местных магазинах конкретно глобальная чисто европейская версия. А потом пойдите в описании под видео, тапните на ссылочку и посмотрите, сколько стоит это в Китае. Зашел он мне, кстати, без растаможки, пролетел. Не знаю почему. У меня, я вам объясняю, заказывал 2 планшета, я на один уже сделал обзор. Это какой у нас там был? Lenovo, да, Xiaoxin Pad 2025 простой. Да, вот лисичка там машет, да. И я их заказывал 2. И они, тот прошел один, а потом второй проходил. И они пишут, скиньте, пожалуйста, что там в посылке. Я им скидываю на Xiaoxin Pad. Я даже знать не знал, что там идет. И оно прошло такое, думаю, я вдогонку, конечно, отправил. Думал, пускай доначислят, все по-честному, но не доначислили. Я обычно вот такой фигней не балуюсь. Ну, тут прокатило. Ребят, ультра классный планшет. Серьезно вам говорю.
говорю, классный экран с хорошей яркостью, с HDR яркость, да, там, ой, с HDR, притом, скорее всего, даже с Dolby Vision. Ну, не столь суть важно. Кстати, напишите, есть ли Dolby Vision на экране. Вот этот момент я упустил. То, что HDR есть, это факт. Если Dolby Vision, не знаю, не скажу. Я больше был увлечен возможностями его мощности, игры именно в мощном варианте, чем просмотром контента. Короче, ребятки, сейчас переходим, посмотрим, сколько он стоит, где продается, что заявляют производители. Перед этим подпишемся, нажмем колокольчик. А, кстати, забыл сказать, тут еще охлаждение реально. Знаете, какое охлаждение по размеру? Испарительная такая пластина. Там, знаете, там само охлаждение, но больше, чем 6-дюймовый смартфон по размеру в этом планшете. Он вообще не греется. В играх больше 30 градусов не грелся. Нигде. Я в Геншин играл, больше 30 не греется. Короче, потом с вами идем тестируем и делаем выводы. Так что, переходим. Теперь, друзья, дилемма. Дилемма интересная, потому что их два игровых. Один Y720 25 года на 8 Gen 3 снапе, а второй на 8 Elite. И стоят они одинаково. Это 484, это $485. А я вам объясню. Дело в том, что четвертый Y700, Y700 на Elite 16 на 512, он китайская версия. Без, ну, в принципе, вы там не будет глобальной версии, но вы там можете все равно включить, допустим, русский язык через определенные настройки, вы можете помучиться там включить Google Play сервис, они будут работать полноценно. Но все равно в некоторых приложениях будет вопрос с языками, еще чего-то. Я для себя выбрал на глобальной прошивке, это китайская версия, на глобальной прошивке 16 на 512. Можно сэкономить за 435, взять 12 на 56, но это тоже глобальная версия. И там вот полная совместимость и полный глобал. Ну давайте мы про нее посмотрим, что тут пишут. Перед тем, как мы пойдем тестировать. Ну, то, что это 8 Gen 3, 8,8 дюймов на 165 Гц и разрешение 2560 на 1600, черный цвет, фронталочка 8, задник 13 мегапикселей, ну, ссылки на оригиналы покидал в описании под видео. Быстрая зарядка 68,2, а если это европейская, то будет 15 Вт. Вот такая вот ситуация. Есть у нас сенсор Gravity, Light сенсор, гироскоп, датчик холла, Wi-Fi 7 на Bluetooth 5.4 с Dolby Atmos, TÜV сертификация, и тут поехали. Игровой, слушайте, у нас тут LPDDR5, конечно же, 5X притом. У нас UFS 4.0 хранилище, очень быстрое. У нас, смотрите, DCI-P3 широкая цветовая гамма, 343 ppi, при том, что они сделали на такой экран, это ультра четкое изображение, 165 Гц. Толщина 7,79 мм, 350 грамм, вес 2 Type-C на 6550 мА. Больше они тут такого ничего интересного не пишут. Пишут лишь, что производительность прям вот сумасшедшая. Да? И, кстати, вот по поводу охлаждения, действительно, охлаждение сделали сумасшедшее, больше, чем 6,1 дюймов смартфон, да, там по площади. По экрану. Экран прям действительно экран. Глобальный DC-димминг есть. У нас, смотрите, 500 нит яркость. И у нас соответствие цветов дельта E меньше 1. То есть в DCI-P3 просто отличная цветопередача. Ну и в принципе, что тут у нас? Вы можете в одну включить наушники, во вторую заряжать. Короче, это полноценный игровой планшет, у которого есть еще, кстати, режим включения повышенной мощности. Это прям отлично. Дальше, что у нас тут еще? Ну, дофига всего они, конечно, расписали. Но вот про эту игровую штуку я покажу обязательно. И больше ничего нет. Ссылки в описании под видео. А ну давайте посмотрим на Legion, насколько у него отличие. У него экранчик, конечно, поинтереснее. 3040 на 1904. 600 нит он поярче, да, 7600 мАh батарея. Кстати, звук просто топовый. Звук в обоих версиях топовый, но я все равно выбрал тот. Вот я все равно выбрал на 8 Gen 3.
Вот как-то вот меня захотелось именно глобальную версию. 12-битный экран, кстати, в этой версии. А я вот ссылки закину на две версии в описании под видео. Уже вам там решать. То, что у них охлад, и это чисто игровые, охлад хороший, это прям вот факт. Это вы можете даже не мучиться. В общем-то, вы все это можете прочитать в описании под видео. А мы сейчас, вот, кстати, знаете что, они в новой версии добавили искусственный интеллект. Это, смотрите, AI Pixel Sniper. То есть у них, подождите, микроконтроль, мастер, тач-контрол, ага. Поняли, улучшает точность прицеливания через искусственный интеллект. Ах ты ж зараза, это называется читеры. Читерский игровой планшет. В общем, ссылки в описании под видео. Пошли уже потестируем. Итак, смотрите. Смотрите, насколько он быстрый, классный. 8,8 дюймов с мгновенной реакцией. Смотрите, идем в настройки. О планшете. Lenovo Legion, Lenovo Tab 8,8. Смотрите, третий. Вот смотрите. Модель TB321FU, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. У нас 512 память, объем ОЗУ 16 и версия Android 15. То есть это максимальную я брал. В принципе, из того, что мы здесь можем увидеть с вами по настройкам, то в экране у нас есть автояркость, да? Яркость обалденная, у нас даже очень сильный пересвет, то есть давайте такую поставим примерно. Цветовой режим можно выбрать, стандарт или яркость, частота обновления есть 165, есть интеллектуальная, есть у нас стандартная, можно управлять приложениями с максимальной частотой, то есть мы можем задать здесь какую частоту, в принципе, смотрите, мы можем для всех поставить приложение с максимальной частотой для того, чтобы они поддерживались в играх. Да, вот мы сейчас смотрим то, что мы можем задать. Хорошо. С этим все good. Теперь звук и вибрация тут меня не очень интересуют. Биометрические данные. Есть распознавание лица, кстати. OneVision. OneVision. Классная тема. Объясню. Система оптимизирует сторонних приложений. Это умный поворот. Можно использовать систему плавающих окон и разделение экрана. Давайте сразу пробовать разделение экрана. Каких-то два приложения поставим. Давайте Gmail. Вот так вот сделаем разделить экран и выберем здесь второе окошко. Пожалуйста. У нас есть разделение экрана, работает отлично. При том, что у нас есть не только разделение экрана, у нас есть, например, давайте тот же самый Gmail. Выходим и выбираем, сейчас, одну секундочку. Выходим и выбираем плавающее окошко. То есть у нас здесь есть, провести вверх по индикатору, это все понятно. У нас можно еще создать кучу плавающих окошек. Кстати, интересно, можно ли еще одно плавающее окно сделать? Сейчас будем пробовать. Давайте еще одно плавающее окно. А нет, оно его заменило. Ну ладно, тут в принципе такое себе дело. Закроем его. Но это очень прикольно, есть, OneVision работает. А дальше у нас тут что? Стилус, клавиатура. Сюда подходит, можно подключить физическую клавиатуру, можно подключить стилус. Все это классно в расширенных настройках. Есть режим ПК, немаловажный аспект. Давайте включать режим персонального компьютера. Работает это в вот таких вот окнах. Да, вот в режиме ПК у нас многофункциональные эти самые окна. И именно подключив физическую клавиатуру, стилусы и мышку, вы можете работать с ним действительно как с персональным компьютером. Давайте отключим режим ПК и перейдем обратно в настройки. Я вам сразу же покажу, что тут еще есть. Смотрите, в расширенных настройках, в периферийный режим. А вот это вот то, что классно. Это для игровых планшетов прям самый-самый топ. Почему? Потому что здесь есть встроенный ремаппер под внешнее устройство. То есть вы, например, в PUBG можете играть с клавиатурой и мышей. И, в принципе, вот он, игровой помощник. Вот это самая классная тема. Есть игровой режим, который у нас, видите, можно выбрать для каждой игры. У нас формат отображения. В управлении играми мы можем с вами выбрать то, что относится к играм. Сам по себе защита от случайных нажатий, обход зарядки. Это очень маловажный аспект,
Почему? Потому что у нас, во-первых, есть два Type-C, то есть здесь есть Type-C и здесь есть Type-C. То есть если вы, допустим, разряжаетесь и хотите играть дальше, то вы можете включить и использовать обход зарядки. Это когда он будет просто брать питание, но не заряжать, и он не будет при этом греться. Это удобно. То есть можно здесь, для того, чтобы рукам не мешать во время игры. Это прям вообще топово. Частота обновления экрана у нас максимальная стоит, и приложение с максимальной частотой мы поставили. Больше нас здесь ничего не интересует как таковое. Antutu Benchmark он набрал, давайте сейчас покажу, 2 миллиона 94 тысячи баллов. Давайте с вами включим тест мультитач. Давайте. О, 10 касаний, тут как бы вообще вопросов никаких не возникло. Центральный процессор 8 Gen 3, это 2 ядра Cortex A520 по 2,2 ГГц, 3 ядра Cortex A720 по 3,1, 2 ядра A720 по 2,956 и Cortex X4 по 3,3, 4-нанометровый. За отображение отвечает Adreno 750. Сеточка у нас с коннектом 2,4, Wi-Fi 6, 2,4 гигабита, батареечка 6550 и, кстати, очень неплохо работает, надолго хватает. И можно, в принципе, во что-то даже поиграть уже. Так, друзья, сразу по звуку. Звук прям классный, он объемный, с двух динамиков. То есть, смотрите, у нас когда держишь, звук не перекрывается, можно играть на полную катушку. Есть в игровом режиме, давайте тише чуть сделаем, а потом еще потестируем. Это, кстати, на полную громкость, это вообще басистый, сочный звук, вообще топовый. У нас есть мониторинг игровых возможностей, нагрев видим, FPS видим, и есть у нас панель игровая, где можно записывать экран, виртуальные кнопки, снимок экрана, очистка ОЗУ, конфигурации различные и статусная, да, окошечко, которое позволяет нам мониторить за разными показателями. В битвах нам дает выбрать сверхплавную и частота, именно графику, и частота кадров Ultra Extreme. Сейчас посмотрим, что он нам даст по факту, потому что у нас выводится частота кадров. Сейчас посмотрим. Даже вот в меню мы видим, что у нас частота кадров 120 FPS. То есть достигает у нас 120 FPS спокойненько. Ну, сейчас высадимся, еще побегаем. При том, что это высокие настройки график и вообще топ. Слушайте, звучок прикольный. Прям классно позиционируется, хороший объемный звук. Сейчас. Хорош вообще. Смотрите на нагрев. 26,7 градусов. Ой, что сильно громко. Не-не-не. Сильно громко. Звук прям топовый. Так, здесь надо сделать погромче, чтобы слышать врагов. Слушайте, ну это ультра плавно. Это прям вообще топ. Это прям, ну, действительно прям приятно. А? Давай, подбирай, что у нас тут есть какой-нибудь. Хорош. Давай на дробовичке. Слушайте, а так как здесь есть еще режим физического устройства, то есть подключив какой-то там геймпад, подключив, например, какую-то, клавиатуру с мышью, вообще можно классно заморочиться, да? Так, ну прям хорош. Звукан хорош, вообще топ. Так, чуть-чуть сейчас побегаем. Вот, 120 FPS. 120 FPS, иногда проседает до 115, но в среднем 120, иногда повышается до 121, 122 каких-то там в помещениях и тому подобное. Ну, что я вам скажу, для PUBG это прям идеальный планшет. Не такой огромный, как, допустим, там 11, 10 дюймов, там 12, вот именно 8,8, почти 9 дюймов, идеально лежит в руке, хорошо можно настроить. Звук очень хороший. По яркости сейчас посмотрим. Так это у нас на серединку яркости. Если вот так вот вообще, смотрите, какой у нас пересвет получается, да, оно именно пересвечивает даже камеру. Не надо меньше ставить. Очень-очень яркий планшет. Приятно, что не этот, а вот кто-то там.
Куда ты, блин, это? Зачем? Зачем это тебе надо было, а? Вот объясни мне, пожалуйста. Вот один уже добегался. А вон еще бегают. Вот еще два добегались. Здравствуйте. Еще два есть. Слушайте, ну прям приятно-то как, а? Кто там такой стреляющий? Весело. Прям не то, что я, вот знаете, могу сразу сейчас говорить. Прям рекомендую. До свидания. До свидания. Ну, все, можно переходить дальше. Genshin Impact. Тут как бы все проще. 60 FPS на текущий момент. Нагрев. Знаете, что приятно? Что нет нагрева. При этом это практически на максимальных настройках качества. 59 иногда проседает. С Геншином вообще топ. Красиво. Вообще игра смотрится красиво. И само собой ты ее не сравнишь с, допустим, с какими-то бюджетными. Я использую эту локацию всегда для тестов. Дошел сюда и как бы использую, потому что у меня дочка когда-то играла, но свой аккаунт не дает. Ну да ладно, что ты сделаешь. Такое тоже бывает. Слушайте, вообще прям красиво. Смотрите, прям очень красиво. Со всеми вот этими отблесками, с хорошей прорисовочкой. Топ. Топ вообще. Поэтому для Геншина он тоже очень-очень сильно хорошо подходит. 60 FPS, по крайней мере. Ну, напишите, есть ли способ получить больше 60 FPS на высокопроизводительных устройствах, я, честно говоря, не знаю. Если в PUBG я знаю, как это все дело активируется, то тут как бы вообще что-то у меня больше 60 не получается. Shadowhunt's Legends. А вот здесь вот у нас автоматом дает высокую 60 FPS. И это одна из моих любимых таких красочных игр на высоких, на 60 FPS вообще смотрится шикарно. Смотрите, какая плавность. Ну, на ультрабюджетных планшетах удается поиграть там 30 на средних, а здесь прям вот топово. Давай, 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 давай. Мне уже хочется идти стрелять. Давай. Звук. Звук, очень хороший звук. Звук для игр просто идеальный. Вообще, для тех, кто хочет на элите, конечно, то подороже версию берем. Так, а ну давай, есть один. 8 Gen 3 идеально сейчас для игр на планшете такого уровня, да, там за такие деньги, прошитая китайская версия на глобалку, вообще прям отлично. Давай, сейчас мы уклепаем этих двух придурков. Здравствуйте. Как, что, живой остался? Нифига себе. Да что ж ты будешь-то делать, а? Давай, патрончиков подберем. Смотри, какая плавность. Плавность и графичка, а? Так, а мне интересно, сейчас мы посмотрим. 32 нагрев, 162 FPS, да ладно, 164 вытягивает. Да слушайте, прям вообще идеально. Смотрите, 164 FPS. А ну давай. Ну давай, давай, открывай. А ну слушайте, а если поставить вообще ультравысокие настройки? Сейчас тут есть ультра. И поехали. Да, ну тут FPS уже подправис 55 на ультра. Да, ну есть как есть. Что ты сделаешь? Ну там было 165, 53, 55 на ультра настройках, 54. А если высокие обратно вернуть? Сейчас посмотрим. А, высокие сейчас. Не, подожди. Ультра примени. Да. Да, тут на ультра, конечно, такое себе дело. Ух ты ж, твою налево, сколько вас? Хорош вообще, а? До свидания. Да сколько? Давай, забирай, забирай, забирай. Еще один.
Медовый планшет. Вообще, ты что? Да блин. Все, ладно, пошли дальше, потому что я уже начинаю подвисать на игры. Так, Delta Force. Графика. Давайте ставим 100, ну, видите, оно дает 120 на HD. Загружаем сейчас с вами HD ресурсы для Delta Force и ждем. Так, загрузили. А ну, идем в графику и звук. Дает нам поставить ультру, нет, или ультра 60, или, вернее, HD 60, или ультра 98. Ну, хочется на 120 играть. Ну ладно, поехали. Так, видим, смотрите, 101, 118, побежали, короче. Слушайте, 115, 119, ну в районе 120 и тянет. Смотрите, это планшет, который практически не греется. Вы видите, нагрев 31,7. И сколько мы не играли во всякие игры. Понятное дело, что он еще прогреется там в некоторых моментах, да. Но без тормозов абсолютно. Иди сюда. Ну все, ну в принципе я выиграл, да. Но 120 FPS тянет. О, меня вылечили. Да ладно, слушайте. Вы что делаете? Я уже хотел идти дальше снимать. Поехали. До свидания. До свидания. Ну все, все. До свидания. Опять? Да блин. За что меня так? Дайте мне уже спокойно куда-нибудь добежать. Ну давай, все, не надо меня спасать. Не надо меня спасать. Все, отлично. Все, я капитулировал, до свидания, все. Ура, но для Delta Force отлично подходит. Знаете, что я сейчас делаю? Я сейчас выставляю самую конченую конфигурацию для Игры Престолов. Игра. Кто играл, тот знает, но на самой конченной, конечно, даже 8 Gen 3 будет выдавать. А вот смотрите, под 60 FPS, ну здесь открытый мир. И смотрите, на самой конченной даже этот планшет притормаживает. Твою налево. Не. Вот он рекомендовал мне высокие. Вот на хаях он должен хорошо. Вот эти рекомендации были. 60 FPS на высоких, потому что на самых высоких это конкретно для элита уже. Потому что вот здесь вот бегаем, много эффектов, много этого. Открытый мир. Кто не играл, прям советую поиграть. Это очень-очень топовая игрушка. И она одна из самых конченых по производительности, которая требует именно большой производительности вашего устройства. При том, что даже на хай немного притормаживает. Нифига себе! Игру раскачали. Вы видели это? Но дело в том, что он еще даунлодит там чуть-чуть по ходу. Блин, надо ставить на нормальные настройки. Вообще трэш, короче, какой-то. Это Игра Престолов. Да, и ну с открытым миром. О, все, на средних нормально, все, перестало фризовать, то есть мы должны понимать, что на средних в Игру Престолов на открытом мире можно будет даже поиграть, да, все хорошо. Неплохо, ладно. Смотрите, ну дело в том, что на таком планшете нужно ж не только играть, допустим, да, там можно смотреть какие-то стримы, имеется в виду фильмовые сервисы, в частности, ютубчик можно посмотреть, так как это, ну, давайте, 4К Geoplace, так как, он включился в HDR сразу, у него экран переключился, смотрите, он HDR конкретно 4К, но он будет тягать, что там, о чем можно говорить. Нету диагностического окна. Смотрите, какие углы обзора. Вообще топ, вообще экранчик прям сумасшедший. Я бы здесь на просмотр этого ставил бы максимальную яркость. Смотрите. Смотрите, какой экран, а. Посмотрите на качество. Стекло спереди, хорошее стекло. Теперь, знаете, что самое интересное? У него Wi-Fi 6, и я хочу вот протестировать только именно Wi-Fi 5 ГГц. На таком, ребята, планшете я 2.4 даже стеснялся бы включить, я вам честно говорю, потому что для такого планшета уже надо по топу заезжать. Ну, не знаю, сейчас попробуем на стандартный сервер, потом если что другой выберем. Ну, пожалуйста, 1.6 гигабит по Wi-Fi-чику. Кто считает, это много или мало? Вообще, какое кино на таком планшете можно посмотреть? Вообще топово. 1.6 на 1.4
Невероятно, просто невероятно. Отлично. То есть вы здесь можете делать на этом планшете все, что угодно, при том, что есть ПК-режим, вы можете стримить, вы можете играть, вы можете одномоментно. Тут есть камеры, конечно. Ну, камера, я вам скажу, на игровом планшете рассчитывать на какую-то мега-суперовую камеру не стоит. Немножко заваливает в теплый при фотографии в темном помещении, да, с какими-то элементами освещения, как мы видим. Есть небольшие проблемы с фокусом в движении. Да, вот у нас есть специально, видите, немного не хватает четкости и завал в красное, да, у нас уходит более в теплые цвета. Но в принципе, для планшета стандартная камера, хотя я вам скажу и не самая плохая. Какой-то, как бюджетный какой-то, даже экспозиция более-менее нормальная, как какой-то вот бюджетный смартфончик фотографирует. Обычно в планшетах это вот прям какие-то гуано-камеры стоят, а здесь еще и более-менее можно пофотографировать. Ой, моя машина. А ты что, мою машину фотографировала, да? А это ты зачем кирпичи ремонт фотографировала? Кошмар. Ладно, фронталочка. Ой, а фронталочка прям приятная. Давайте я вам сэмпл видео запишу, потому что все что оригиналы там в описании под видео. Давайте. Тестовое видео, тестовый сэмпл. Вот я сейчас с него снимаю. А-ля-ля, жу-жу-жу. По секрету всему свету все, что хочешь, расскажу. Да? Вот так вот. Все, ребят, готов проходить, резюмировать. Очень мне понравился этот планшет. Вот прям для игр это самое то. Отличный формат, отличный звук, хороший Wi-Fi, быстрая зарядка, да, сквозной пропуск, игровые режимы, отображение FPS, экран 165. Короче, здесь есть все, что нужно настоящему игроману. Еще и, смотрите, он металлический, с камерами двойными. В общем-то, все, переходим и делаем выводы. В качестве выводов скажу. Ребят, хотите на элите брать китайскую версию? Да, ее можно попробовать русифицировать, можно. Там 100% работают Google Play сервисы, Lenovo позволяет на китайских версиях это делать. Но я предпочел взять 8 Gen 3, его все равно с запасом хватит вот намного, да, чем брать, допустим, на Snapdragon Elite, да. Тут каждому свое, выбирать вам. Планшет мне невероятно понравился, он прям топовый, за свои деньги прям идеальный. Поэтому мои рекомендации есть, а с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.